Сегодня мы в солнечном Виннипеге. Зимой. Виннипег в переводе с языка индейцев Кри означает «мутные воды», и это название относилось к озеру Виннипег, в честь которого и назвали город. Но зимой мы мутной воды не увидим, только белый снег. Но мы с вами отправляемся в здание местного рынка. Называется Forks Market. Forks. Развилка по-русски. Расположен в самом центре Виннипега. А Виннипег в центре североамериканского континента. Потому и климат континентальный. Даже резко континентальный. Дети прогуливают школу и едят сосульки. Это маленький каток. В феврале, меньше чем через месяц, будут гуляния. Voyageur Day. А я хотел показать сегодня следующее. Видите, под ногами коврик резиновый. Я вот по нему иду, а он не для нас. Он для тех, кто в коньках. Потому что и это не просто река, а большой, длинный, самый длинный в Канаде каток. Можно встать на коньки и уехать вдаль. Я даже не знаю, заканчивается ли он здесь. Я помню, раньше был он также на реке Красная, Red River. Но, по-моему, в этом году только здесь, на Assiniboine. Этот каток самый длинный в мире, рекорд Гиннесса. Протяженность почти 9 километров. Открывается в январе и 2 месяца доступен для публики. Лед достаточно крепок. А каток в Оттаве, он самый большой в мире. Он меньше в длину, около 7 километров. Но его ширина больше, чем здесь. Потому и каток больше. Как вы понимаете, речь идет о рекордах для катков на естественных водоемах. И тут я с Гиннесом совсем не согласен. И хочу напомнить про Байкал. В отличие от Оттавы, этот каток в Виннипеге замерзает каждый год. А в Оттаве через раз, а то и реже, климат меняется, зимы теплеют. А каток, к моему радостному изумлению, заворачивает на реку Красная и идет вот туда, до моста. Я оказался не готов. Мои варежки и шапка, они до минус 10, минус 15. А сегодня минус 25. О, румянец. Кажись, я заболею. Вот и здание Forks Маркета. Сувенирные ряды, галереи и кафешки. Любимое место отдыха горожан. Кажется, оттаиваю понемножку. А уж супчик точно согреет.
спасибо этому дому. Идем к другому. После рабочего дня и прогулки пришла пора отправляться в отель. Все парковки тут платные. Я запарковался на многоуровневой парковке неподалеку. Вот она, сразу после здания детского театра. Модный светофильтр. Называется «Заледеневшее окно». С крыши парковки открывается вид на высотки даунтауна. Я хочу воспользоваться моментом и показать немного виды городских улиц. С высотками все понятно. Давайте чуть в сторону. Едем по дороге от госпиталя, где я сегодня работал, до Форкса, где мы сейчас с вами и гуляли. Госпиталь в шаговой доступности от центра города пешком полчаса, так что можно сказать, что это тоже центр города. Я жил в Виннипеге много лет назад, и когда я приехал, то сначала хотел снять жилье поближе к госпиталю. Но мне сказали, что в центре жить не надо, плохой район. Вы и сами видите. Улицы в центре не впечатляют. Американская мечта переселила средний класс в пригород. Центр пришел в запустение и в итоге оказался так себе райончиком. Крутые высотки даунтауна – это все офисные здания. А вот жилая застройка здесь из разряда совсем эконом. Особенно заметно это на контрасте со зданием компании Гудзонова залива, то что слева, и зданием парламента, то что прямо по курсу. Их построили во времена расцвета города 100 лет назад, когда на полном серьезе Виннипег сравнивали с Чикаго. И ожидали роста населения Манитобы до 3 миллионов человек. Сегодня, 100 лет спустя, все еще и половины от этого нет, меньше 1,5 миллиона населения. И это во всей провинции Манитоба. А в самой агломерации Виннипега проживают 850 тысяч. Но ожидают, что Виннипег станет городом-миллионником в течение следующих 10-15 лет. После десятилетий упадка центра города начали проект по его оживлению. Ребята стараются. Вон какой музей прав человека построили. В следующем видео из Виннипега покажу его изнутри. Если хотите увидеть Виннипег в мае, жмите лайк, пишите в комментариях, и это ускорит работу над видео. Впереди виден рынок Форкс. Построен в конце 80-х, тоже в рамках проекта оживления центра города. Я такие стройки поддерживаю. Город должен перерастать культурными объектами, а не только полями одноэтажной сабурбии. И парковки должны быть многоуровневые, как эта. Парковка с лучшим видом в городе, если на последний этаж подняться. Уже видно здание отеля, он сильно в стороне от центра города. Я за 10 лет командировок останавливался во всех отелях Holiday Inn в Виннипеге. Их 4 на весь город. Этот отель дальше всех от центра. Но сегодня я его специально выбрал за подземную парковку. Аквариум в лифте. Оригинально. И выделяет отель. Теперь в памяти он останется как отель с аквариумом в лифте. На закате вид на жилые районы.
и на центр города, куда и завтра ехать на работу. Солнце зимой садится рано, и когда уже совсем стемнело, решил проверить один трюк. Давно хотел попробовать. Также было интересно посмотреть, вся ли вода успевает испариться, для чего на землю положил еще один телефон камеры вверх. Как видно, большая часть воды долетела до земли, но та, что испарилась, сделала это красиво. Для такого трюка всего-то и надо стакан кипятка и минус 30. Вчера ночью так и было. Сегодня с утра на подземной парковке выше нуля. Машина теплая. Я еду в сторону центра, как и обещал, на работу. И если в прошлом зимнем видео из Виннипега я показывал шоссе под названием Pembina Highway, то сегодня еду по самому широкому шоссе Виннипега под названием Portage Avenue, что на русский переводится как «портаж». Место, где каноэ надо на себе перетаскивать из одного водоема в другой. Все потому, что шоссе ведет к городу под названием Портаж-Прерий. Но это в другую сторону надо ехать. На этом участке Portage Avenue является по совместительству частью Трансканадского шоссе, шоссе номер 1. Но ближе к центру города шоссе номер 1 уходит направо, на Бродвей, а мы уже видим высотки, а значит совсем недалеко ехать осталось. Да, летит время. Помню, лет 15 назад на этом перекрестке русский магазин был. По пути на работу можно было заскакивать. В Виннипеге 2 больших госпиталя. В одном из них я работал много лет назад, научным сотрудником. А сегодня приехал как инженер по обслуживанию научного оборудования. Госпиталь огромный, 8000 персонала. И это единственный госпиталь Манитобы с вертолетной площадкой. Вон она, на крыше. Мы тоже паркуемся на крыше. Пока работал, пошел снег и начал заметать город. А это прям флешбеки. Так зимой с работы я и ездил, пока тут в Виннипеге жил. В темноте и в холоде. Мы оказались в Виннипеге в один из самых холодных дней, 21 января. С утра было минус 30, даже ниже. К вечеру потеплело, всего-то минус 15. Идет снежок. И сегодня мы пойдем погулять в одно место, в котором я еще никогда в Виннипеге не был. Новый проект Лист. На сайте архитектурного бюро есть фото с воздуха. По их заявлению, дизайн сочетает математическую последовательность Фибоначчи и природные линии, в частности, раковины наутилусов и цветы подсолнухов. Органическая форма оранжереи отражает простоту и сложность множества видов растений, которые будут размещены внутри. А
А следующий набросок тоже весьма аллегоричен и ботанически верен, напоминая, из какого порой ссора растут прекрасные цветы. Проект Лист – это садоводческий заповедник с 6 садами и огородами снаружи и 4 садами внутри, в теплице. Всего пара дверей и цена входного билета отделяют Морозную улицу от тропического сада. Снимать невозможно, камера запотевает. Пришлось 10 минут сидеть и ждать, пока телефон согреется, чтобы линза не запотевала. Раньше тут была городская оранжерея, теперь ее сменила, я бы сказал, супер оранжерея. Самая крутая, которую я видел. Кофе цветет. Точнее, не цветет, созревает. Тропинки устроены так, что ты просто окружен зеленью со всех сторон. Есть лавочки, чтобы посидеть среди цветущих растений. Даже пальма и та цветет. Ветер шевелит заросли бамбука. Для создания ветра тут большие вентиляторы стоят. Папайи, бананы, пальмы. Настоящие тропики. Но главный шум не от вентиляторов, гоняющих влажный воздух, а от водопада, который самый высокий водопад Канады внутри помещений. Эта оранжерея дарит эффект полного погружения в тропический сад. Особенно ценное ощущение среди зимы, в лютый холод Манитобы. Поднимаемся наверх на смотровую площадку и видим, что водопад – это гигантский душ. Высота падения воды порядка 20 метров. Оранжерею застеклили прозрачным пластиком, этилен-тефлоном. Новый материал в архитектуре. Он позволяет надувать прозрачные воздушные подушки и получать отличную теплоизоляцию. Материал сверхпрочный и устойчивый ко всему. Ходят слухи, что за 30 лет никакого износа не будет. С высоты можно оценить размах оранжереи. Во многих тропических отелях на территории зелени меньше будет. И, как я уже говорил, тропинки по-умному сделаны, чтобы все время быть в окружении зелени тропических растений. В часы пик ограничивают число посетителей, чтобы эффект толпы не помешал погружению в тропики. Идем дальше в следующий сад. Это сад бабочек. Все так же зелено, что-то цветет, но бабочки не порхают. Таблички намекают, что они должны быть, но, видимо, не сезон. Заметил пару-тройку бабочек одного вида, и все. Да и те сидели в клетке. С высоты 6-го этажа видны 2 следующих сада. И там сегодня какое-то оживление.
На входе в Средиземноморский сад афиша, которая подсказывает, что тут мне сегодня повезло. В Виннипеге приходит выставка флористов, так что быстро осматриваем Средиземноморье. Здесь виды уже как в обычных оранжереях. Круто, конечно, но вау-эффекта нет. А вот следующий сад сезонных цветов не по сезону прекрасен. Весь заполнен композициями из цветов в форме человеческих фигур. Все эти композиции не только про цветы, в них заложены идеи. И, как мы видим, пасхалочки. Каждая инсталляция представляет не только артиста-флориста, но и несет образ культурного объекта Виннипега. Можно сказать, что это Виннипег культурный в цветочном исполнении. Немного поясню. Вот эта вот композиция представляет детский музей Виннипега. Это опера Виннипега. А это сад цветов Леомол. Точнее, сад скульптур Леомол. А это инсталляция от монетного двора Виннипега. И тут люди ищут пасхалочки. Мы же видим голову оленя. Она на монетах в 25 центов. А белое и пушистое в основании композиции – полярный медведь. Он уже на 2-долларовых монетах изображен. Каждый год выпускаются памятные монеты, цветные. Где-то здесь 6 штук спрятаны. Видим, что тут молодо и зелено. Так и есть композиция от театра молодежи. А это скульптура от джаза Виннипега. Ноты и классические костюмы намекают на классическую музыку. Виннипежский симфонический оркестр. А здесь сложно для меня. Видимо, образ девушки с увеличительным стеклом навеян спектаклем «Театр прерий». Или они так намекают, что финансирование у них под лупой разглядывать приходится. Я вставлю ссылку на официальный комментарий от флористов, что они хотели сказать, в описании к видео. Вот примерно как описание выглядит. На фото мы видим флориста, и тут же она поясняет, что послужило вдохновением. В данном случае это Баффи Хэндл, известная танцовщица. Ее танец с обручами представляет культуру коренных народов Канады. В рамках этой цветочной выставки устроили лотерею. Счастливчик получит билеты во все культурные заведения Виннипега. Давайте еще раз всех перечислим и взглянем на композиции.
Из зеленых тропиков опять на снег. Продолжаю разглядывать образы. Вижу иглу, рождественскую елочку и на заднем плане тотемный столб. А вот кто в этой металлической шишке живет, так и не понял. В машине холодно. Поскорее в отель, греться. В джакузи. Уже больше часа едем. И ехать еще больше часа. А вид вокруг не меняется. Прерии. И такая дорога будет вплоть до скалистых гор, а это 1000 километров. То есть вот так вот можно сидеть и ехать весь день. У меня есть такой опыт. Мы сидели и ехали весь день. Но тогда точка назначения была Ванкувер. Сейчас более короткое путешествие из самого большого города Манитобы, из Виннипега, во второй по величине город Манитобы, Брэндон. На улице погода минус 20, как видно, облачно. Хотя полчаса назад приезжали полоску, где небо было открыто и было солнышко. Все выглядело намного приятнее. Но жаловаться не приходится. Дорога чистая, снега нет. Самое то для зимней поездки. С радостью отмечаю, что число подписчиков на канале растет. Спасибо вам, что не забывайте нажимать лайки и кнопку subscribe, подписаться. Это значит такой формат видео, когда я езжу по Канаде и показываю ее так, как она есть, такой, какой вы ее увидите, когда здесь живете и работаете. Вам нравится. По Канаде очень сложно путешествовать. Во-первых, это и огромные расстояния, а во-вторых, климат. Приезжайте к нам летом, говорят все, но летом-то оно везде хорошо. А вот вы зимой в какие-нибудь дыры покатаетесь. Но тут стоит заметить, я все-таки катаюсь не в дыры, а в замечательные города, в зимние города. Виннипег, Квебек, Эдмонтон. Сейчас будет немножко Брэндона при поездке в Виннипег. А так ходят слухи, что у моей компании приборы, инструменты, за которыми приходится иногда и переглядывать, которым надо проводить обслуживание, установлены далеко-далеко на севере, за полярным кругом. Слава богу, не из моего департамента. Это соседний отдел. Но там им приходится как полярникам готовиться к экспедициям. И уж там точно приходится путешествовать только летом. В общем, всем привет из прерий Манитобы. Ну а мы продолжим наш рассказ про Виннипег, немножко про Брэндон. И спасибо, что смотрите. Брэндон увидим только краем глаза, да и то одну улицу. Работал днем и хочу успеть вернуться в Виннипег засветло. Брэндон второй по величине город Манитобы, 50 тысяч населения. А если взять весь регион вокруг, который на минуточку квадрат 150 на 150 километров, то общее население будет под 120 тысяч. В городе есть университет и аэропорт.
Но самолеты только до Калгари летают, а до Виннипега проще на машине доехать. Улица выглядит очень типично для канадских городов. Отдельно стоящие дома на больших участках, что является роскошью по понятиям больших городов. Многоквартирные дома, что намекает, что Брэндон как город не так уж и мал. Опять приветы из прошлого. Когда жили в Виннипеге, Суперстор был основным продуктовым магазином. Было удобно, все в одном месте. Сейчас по нескольким магазинам приходится ходить для еженедельных закупок. Дорога назад опять 2 часа. Те же виды прерий. Успел доехать и засветло. И даже скорость не превышал, в отличие от некоторых. Но полиция работает четко. Нарушитель не проскочит. Бака бензина едва хватило на все мои поездки по Виннипегу и в Брэндон. Заправляю полный бак, завтра сдавать машину и лететь домой. Командировка подошла к концу. Все дороги ведут домой. Что прямо ехать можно в Торонто доехать, что по кольцевой, которая периметр называется. Все равно дальше только на восток путь есть. Но это долго на машине. Домой лечу на самолете. Вот такой вот Виннипег. С его белым снегом, крепким льдом на реке и сосульками. С тропическим оазисом и цветами. С центром города, который был не очень, но меняется к лучшему. С университетом. И с домом, в котором я прожил 4 года.